Хочешь оторвать лепестки? Шелдина, Шейдулина, Ой. Шалалалала, чем угодно, но не Шейдлина. Да-да-да, спасибо. Ну что, поиграем? Волнуюсь. Стоп. В 90 лет мы с тобой поговорим и посмотрим, получилось ли у меня это. Здравствуй. Для тех, кто не понимает, что происходит, вот здесь сейчас появится много-много фотографий, очень красивых. Они вот здесь. Эти фотографии придумываешь и делаешь ты. Я давно знал, чем ты занимаешься, и, собственно, много лет заглядывал в твой Инстаграм, но пообщаться и изучить тебя мне очень захотелось в последние месяцы. И этому есть вполне конкретная и вполне личная причина. У меня дочь сейчас подросток, и она занимается, назовем, в широком смысле артом. Она обожает рисовать, она обожает делать коллажи, она, в общем, обожает делать самые разные вещи с визуалом. Когда-то там клипы вместо того, чтобы научную работу про блог сделать, она вместо этого делает как бы маленькую скетч-комедию и все остальное. Я на ее примере и на примере там подруг, с которыми она пересекается, друзей, видя, как они находят вот общий язык на этой теме, я понял, насколько же у этого, назовем это визуальным искусством, я вижу, насколько же это вообще огромная сила, которая помогает в тысячи вещей. Она помогает найти свое укрытие, найти свой мир, она помогает коммуницировать, она помогает уходить от реальности. И либо находить ее. И даже если это не станет профессией, я вижу, сколько же у этого полезного. И после этого я совершенно по-другому стал смотреть. И с тобой, как с очень ярким представителем этого мира, я бы хотел пообщаться. Именно поэтому за эти пару дней, которые мы с тобой проведем, я хотел бы побольше узнать про твое ремесло, про то, как оно устроено, и про то, какие грани у него бывают. Мы встречаемся с тобой в Корее. Почему тут? Потому что мне выдался прекраснейший шанс попробовать себя в роли керамиста. И стала я изучать ее именно в Сеуле. Ты занимаешься разными видами искусства. В основном это фотография. В какой-то момент ты стал заниматься живописью. А сейчас тебе вдруг захотелось заняться скульптурой, и ты приехал сюда поучиться. Да, все верно. Лен, что происходит? Обычно, когда мы организовываем какую-нибудь креативную съемку, в этом участвует я и мой муж. Но когда я приезжаю в новые страны, мне очень интересно работать с разными творческими личностями. И так получилось, что 2 месяца я сидела просто в студии, очень долго все лепила, рисовала и делала себе еще дейли скетчи. Это такой челлендж, когда художники берут, чтобы не застревать в одном каком-то амплуа, потому что если я работаю, то иногда я могу увлекаться. То я делала кучу скетчей, и я подумала, что я бы хотела создать эту фотографию, потому что она посвящена моей лучшей подруге, которая умерла. Которая покончила с собой. Да, пластик.
5 лет ровно прошло, как ее не стало. И последняя фотография, которую мы сделали, это была фотография, что я тяну розу, из нее сигарета, и она подкуривает из этой розы. Тем самым сейчас ее нету, и я создала, что это та же роза, которую я целую. Вот. И вот этот вот элемент между моих глаз — это тот пирсинг, который у нее был. У тебя он накладной? Да, он у меня накладной. И так получилось, что многие люди поверили в эту идею. Purdy — это художница и мейкап-артист, которая на себе делает всякий грим. Я попросила ее помочь, и она пригласила и стилистов, и людей, кто делает макияж, и съемочную команду, которая также помогает делать мне бэкстейдж. И так мы оказались тут. Я правильно понимаю, что за этот день можно максимально коротко объяснить людям, которые тебя не знают, чем ты вообще занимаешься? Да, можно объяснить. Этим маленьким бэкстейджем можно объяснить, что я делаю такой кавер-обложку истории, которая, возможно, не будет рассказана под постом, потому что я больше общаюсь через визуальный язык. По сути, для меня это может значить одно, но ты можешь ассоциировать это с первой влюбленностью, либо первой розой, которую подарили тому, кто тебе не безразличен. И для каждого это будет своя ассоциация. Для меня это такая дань моему первому мастеру, то есть Джиджи Пластик, которая вообще, мне кажется, взрастила меня как фотохудожницу, которую видели многие люди и ассоциировали в каком-то диапазоне с собой. Это можно сравнить с музыкой. То есть ты слушаешь песню, ты слушаешь и каждый представляет, свое. что он супергерой. Ну, или свое, да. Ты слушаешь Voyager Noise, и у каждого свои ассоциации с этой песней. Это силикон? Это силикон. А где кусочки такие берутся, ты не знаешь? Это отливаются. И когда я попросила Purdy создать эту работу, она спросила, почему ты не хочешь живые лепестки сделать? Да. Это самое легкое, что можно было создать, просто лепестки положить, а мне хотелось создать ощущение, что это часть моих губ. Так что при ретуше я много говорю, что я не использую фотошопы для коллажирования, но, например, ты можешь прижать, да? Отрывается? Пойдет. Да, спасибо. Да, для ретуши я могу использовать свет и тень. Тем самым я осветлю немного тут, и получается, лепестки будут превращаться в губы. Мне хотелось больше быть цветком, чем если бы я взяла просто лепестки. Но я думаю, это моя ассоциация с искусственностью. Идея — это что-то искусственное. И ассоциация с искусством. Как будто искусство — это искусственное, что искусство все время бежит, чтобы подражать природе. И вот я бегу, чтобы подражать природе. Из-за этого не хочу... Ну, единственное, что живое, это стебель, который уже мертв. А на что оно прицеплено? Это клей какой-то? Это специальный клей, который безопасен для того, чтобы можно было накладывать, например, на губы, и он очень легко отрывается. Хочешь оторвать лепестки? Нет, слушай, не хочу. Это выглядит, знаешь, настолько естественно, что у меня ощущение, что я просто кусок кожи сейчас с тебя содру. Не хотелось бы. Не любишь ты срывать розы? У меня, кстати, с розами связана история, что я, когда покорял главную девушку в своей жизни, это был чемпионат мира по футболу, 2006 год, мы познакомились незадолго до этого, она осталась в Москве, я поехал на 3 недели работать журналистом туда. И вот в момент какого-то невероятного скучания уже, я был в Гамбурге, как сейчас помню, Украина играла там с Италией, четвертьфинал, кажется, и я купил букет роз, специально, чтобы нарвать с него лепестки. Обалдеть. И выложить где-то в парке фразу, я не помню какую, типа там «Оля, я скучаю» или что-то такое, и фоткал на мыльницу. Чё ты так смеешься? Скажи, пожалуйста. Ну чего ты так смеешься? Он смеется, потому что он понимает, что у тебя уже эта работа вызвала ассоциацию. Это есть искусство. Да, нет, честно, я смотрел на твои губы, и я прям перенесся как-то в 2006 год. Вот над чем я работаю. Вот чем я занимаюсь. Я переношу людей в их самые классные моменты. Блин, реально, я думал, вот все, что ты говорила сейчас, я думал, я думал только о тех временах. Да, я понял, как это работает. Ассоциативный ряд. Этот выпуск про искусство и интеграция про искусство тоже. Мы в Фигеросе, самый север Каталонии, на границе с Францией, и это родной город Сальвадора Дали. За моей спиной театр-музей Дали. Раньше на этом месте находился городской театр, в котором Дали в возрасте 14 лет впервые выставил свои работы на коллективной выставке вместе с другими художниками. Основные элементы оформления: стеклянный шар, буханки каталонского хлеба
и декоративные яйца. И хлеб и яйца не случайно, во многих работах Дали они встречаются. Познакомиться с Сальвадором Дали и еще ближе, не приезжая в Фигерас, можно с помощью подписки на онлайн-лекторий моих давних друзей из синхронизации. Они придумали классную формулу досуга. Смотря курсы по кино, искусству, литературе и другим направлениям, вы отдыхаете и одновременно расширяете свой кругозор. А делать это позволяет годовая подписка сразу на все курсы. В подписку входит отличный курс «О чем молчат картины», который я уже рекомендовал в прошлых интеграциях. На нем вы разберете творчество 20 величайших художников мира, включая Дали. А всего по подписке можно пройти более 100 курсов по 20 темам: литературе, психологии, кино, soft skills и многим другим. Например, курс «Литература. Полное погружение». Один из неизвестных мне фактов оттуда. Антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» была впервые напечатана в журнале Playboy. И напомню, что все это разнообразие доступно по единой годовой подписке. Берите все, что хотите, и в любых количествах. Синхронизация дает готовый и качественный интеллектуальный досуг на год вперед. Более 100 курсов в удобных и увлекательных форматах с игровыми механиками. Лекторы синхронизации — эксперты с профильным образованием и большим опытом, которые рассказывают о предмете живым, а не шаблонным языком. При этом им можно задавать любые вопросы по курсу, а с другими слушателями обсуждать кино, книги, картины. Каждый месяц в синхронизации учатся и расширяют свой кругозор 12 тысяч человек. Поэтому вы точно найдете, с кем разделить свои интересы. Самый выгодный способ подключиться к синхронизации — купить годовую подписку. А по промокоду «ВДУТЬ» это можно сделать со скидкой в 65%. 12 600 рублей вместо 36 тысяч. Промокод действует не только на годовую подписку, но и на каждый курс синхронизации. Тогда скидка будет 15%. Но покупать годовую подписку все равно выгоднее, чем каждый курс по отдельности. Тем более платеж можно разбить на 4 части. Тогда в первые месяцы он будет списываться у вас раз в 2 недели. И платить можно и российской, и зарубежной карточкой. Переходим по ссылке в описании, оформляем подписку и развиваем себя. Ты родилась и выросла в Саратове. Как ты сама оцениваешь Саратов как город? Я не хотела оттуда уезжать. У меня мало воспоминаний о своем детстве. Я, наверное, воспринимаю больше не Саратов, а Петербург как воспоминания. Мне нравится этот город как место, в котором я выросла, но я даже не помню название улиц. Ты жила там до 16 лет? Больше, до 20 где-то. У меня какие-то отрывки, но почему-то именно связаны все с живописью или с рисунком. То я нахожу папины альбомы, где он зарисовывал портреты своих друзей, и я говорила папе, маленькая совсем, что я вот вырасту, я лучше тебя портрет нарисую. Либо другое яркое воспоминание, что я шью одежду для Барби, и в этот момент проигрываю, что это показ мод, никогда не видя, что они существуют. Либо следующая такая вспышка. Мама выписывала журналы по дизайну интерьеров. И я вырезала коллажи и собирала свой идеальный дом, наклеивая его на стенки картонной коробки. Помню школу, что я одевала... Меня никто не помнил, что я вообще учусь в этой школе до 9 класса, потому что я участвовала в конкурсе против курения. И с бабушкой мы написали стихотворение, которое я читала под музыку, которую играла моя одноклассница. После этого меня поздравляли, потому что мы заняли 1 место с таким креативным подходом. И вот это вот следующее воспоминание школы единственное, когда ко мне подошли из 11 класса, сказала, ты новенькая, а я там уже 6 лет учусь. Типа, поздравляю, ты очень классно выглядишь. И тем самым люди как-то обратили на меня внимание после этого конкурса. Настолько незаметно? Настолько незаметно. Расскажи про этот образ. Мой очень хороший друг парикмахер, он говорит, если ты будешь в Корее когда-нибудь, обязательно посотрудничай с этим дизайнером. Его имя Ким Хи Ким. И он делает платья из волос. Не только платья, у него есть обычный фэшн, но это прям арт, который он выставляет. И он никому их не дает. А это никому. Настоящие волосы? Ну, нет, это волосы как бы искусственные, но он создает из них платья, костюмы, бывают разные текстуры. Мне кажется, это больше
ассоциация с тем, что я испытывала в Корее, потому что я пыталась найти связь между теми людьми, которые могут в будущем стать моим будущим артиста, так как Азию я рассматриваю прям как место, где я хочу развиваться как художник. Она очень мне близка, и я подумала, что в Корее есть выражение такое «чон». «Чон» обозначает эмоциональную связь между друг другом. Например, это те взаимоотношения, которые выстраиваются очень долго, но ты потом никогда не забудешь этого человека, либо это место. И я подумала, что какая у меня взаимосвязь с Кореей и с Азией, как я могу это показать визуально. И волосы у нас тоже ассоциируются, знаешь, когда стригут волосы, то ты отказываешься от какого-то прошлого. И новый жест такой доброй воли — это коммуникация с корейцами. Это очень сложно, потому что у пожилой женщины я однажды спросила, а как мне сердце-то открыть? У корейца они такие закрытые, они не дают глубже войти при разговоре. Сказала, 10 лет с ними подружись, и тогда, может быть, они тебе откроются. И это не то, что ты видишь на съемке. Они веселые, счастливые, они могут общаться, но когда ты начинаешь глубже смотреть на вещи, говорить, расскажи, а почему так происходит? В этот момент они забывают все слова, они закрываются, они теряются, и больше тебе не пишут. Ты с ними, может, больше не увидишься, потому что ты перешел их границы. А правильно я понимаю, что это выглядело технически, это выглядит так, что ты придумала эскиз, Да. ты его нарисовала у себя в скетчбуке, Да. видимо, ты просто пересылала мне, как он выглядит в Телеграм, и ты его нарисовала. Да. Нарисовала уже с мыслью о том, что ты это воплотишь в фотографию. Да. Ага. Все верно, это так работает. Дальше ты организуешь съемку вместе с Женей. Здесь было достаточно много людей. Здесь было несколько стилистов, здесь было несколько специалистов по мейкапу и Женя, который это фоткал. Да. Вот эти ребята получат деньги за эту съемку? Нет. Это- Никто никогда не получает деньги за креативные съемки, в которых они участвуют. Ни я, ни они. И даже каждый вкладывается тем, чем он может. А если бы это была рекламная съемка? Обязательно плачу. Окей. Конечно. Важно Если дать- я получаю деньги, то все получают деньги. И если, например, у меня много креативных видео, но, например, за эффекты мне не делают их бесплатно, я оплачиваю работу. Если мне нужно написать музыку, я оплачиваю работу. Но если каждый может вложиться своими руками за один день, вот как сейчас, получается, кто-то принес одежду, кто-то может мне сделать маску. Если это не занимает у них много времени, они готовы, то это на их усмотрение. При этом, по факту, ты же, финальным результатом твоим как артиста будет фотография в Инстаграм. Да, одна. И в отличие от, например, контента в Ютубе, это контент, который не монетизируется напрямую. Да. То есть, по сути, это просто как бы тот контент, которым ты подкрепляешь свою репутацию для того, чтобы зарабатывать где-то в другом месте. Я думаю, что это большое портфолио, которое видит целый мир и всегда может зайти, получить эту эмоцию, запомнить хоть одну картинку, и когда они меня встретят, они меня вспомнят. Девочка, с которой ты это делала, как она поняла задумку? Или она просто решила сделать красиво? Я думаю, что первоначально у нее было ощущение, что она наконец-то встретит меня, потому что она следит за моим инстаграмом около 8 лет. Ого! И, получается, я встретилась со стилистами, у них тоже во всем комьюнити. Они говорят, в Корее тебя все знают. Именно в творческом комьюнити ты очень значима, уважаема. У тебя есть фотосессия со Скрилексом? Ой, да, давно. Очень давно. Как так получилось? Инстаграм. Он подписался на меня Инстаграм, сказал, у тебя офигенные концепты, приезжай в Лос-Анджелес, будешь сниматься для моего альбома. Стоп. Скрилекс подписался на Инстаграм Да. и написал тебе в директ. Помнишь, я говорила, что Инстаграм на тот момент давал любую взаимосвязь с кем угодно. Он настолько, если ты классный и делаешь классный контент, то ты объединяешься со всеми. И главный электронный артист планеты Да. написал тебе в директ. Да. Очень Это мне круто. еще Пэрис Хилтон пишет, Майли Сайрус и Это не важно. Скриллекс, ладно? Скриллекс — это Майли Сайрус? Нет. Я просто пыталась понять, кто из этих имен вызовет у тебя эмоции. Нет, но Майли Сайрус тоже пишет. Нет. То есть это шутка была? Это была шутка, да. 2016 год. Да. Что с твоей головой произошло тогда? Слушай, я подумала, мне нужно визу американскую делать поскорее. И мне ее не дали. Вы пересеклись в Токио в итоге? Да, очень интересная история, потому что на тот момент мне предложили рекламное сотрудничество.
но у меня уже были куплены билеты в Японию. Я не знала, что Skrillex там будет. Это было совпадение. И я отказалась. И там платили прям 5 миллионов. На тот момент это был самый большой мой контракт, который может быть. В 2016-м, представь. Но платят как? Платят за гонорар за год. Просто предоплата. Это огромные деньги, можешь не объяснять, да. Но для этого нужно было быть на съемках в Москве в реальном времени, там, чтобы сниматься. Но это выпадало на даты Японии. Так. Это был первый раз, когда я в Японию должна была поехать. И ты отказалась от 5 миллионов и полетела к Skrillex. Да. Я не знала, что он там будет. Но так совпало, когда я прилетаю, он видит, что я выкладываю, что я в Токио, и пишет: слушай, а я вот последний день тут, давай увидимся. И так мы познакомились. И как он? Пошли гулять по Токио, и он много шутил, смеялся, и пытался все фоткаться: а давай тут встанем. А что еще, когда ты приедешь в Лос-Анджелес, был очень-очень дружелюбен. Не знаю, тискал нас всех. Я бы еще была с друзьями, я не одна пришла, нас была большая... Я была с Женей, еще 2 моих друга из Гонконга. 2 раза в жизни мы с ним виделись, и 2 раза в Токио только. Писали, что ты должна была делать обложку его то ли альбома, то ли промо его альбома. Обложку. Он даже костюм для меня шил. Альбома? Да. Но? Мне не дали визу. И потом уже предложение не поступало. Я думаю, эту историю с огромным интересом прослушал один из наших прошлых гостей, Рома Лукимин, большой поклонник Скриллекса. И я просто по этому поводу хочу сказать: Ром, ты очень крутой, максимальная поддержка тебе. У моей мамы сейчас и тогда у нее как бы точка на рынке, несколько магазинов с продажей детской одежды. Но в детстве она была, получается, швеей. И тем самым все время шила мне какие-то наряды. А папа у меня был конной полицией. И сейчас работает охранником в частной клинике. Они вместе? Да. Ты говорила, что вот эта любовь мамы к тому, чтобы наряжать тебя, она передалась потом и конвертировалась в твой интерес к фэшну. Да, безусловно. И плюс еще передалось мамино бесстрашие. Она настоящий предприниматель, женщина, которая ничего не боится. Если она поставила свою цель, она обязательно добьется. Это человек, который в момент, когда мы стали встречаться только с моим будущим мужем, она сказала, что ни в коем случае ты не будешь жить в его квартире, ты должна быть независима. Давай попробуем найти себе комнату, купить в Петербурге. Но знай, я могу тебе позволить дать вот этот подарок, потому что я верю, что у тебя все получится, но ты должна потом зарабатывать сама, и мы, пообещай, что ты не попросишь у нас денег, никакой поддержки, потому что мы не сможем тебе помочь. Мы можем помочь сейчас, но ты должна знать, кем ты будешь, когда ты туда приедешь. Сколько тебе было лет? Я тогда закончила колледж, но я думаю, что я после 18 переехала. И в итоге купили комнату? Мне мама купила комнату, да. В коммунальной квартире. Сколько ты там жила? Я там жила, мне кажется, 3 года. На тот момент у меня уже были большие заказы с блогинга. Вот. И мы только год снимали квартиру. За год мы накопили. Да, получалось, мы смогли за год накопить на квартиру. Мы — это в смысле ты и Женя? Я и Женя. Что такое жизнь в коммуналке в сильно 21 веке? Моя коммуналка разделялась с кухней. С одной стороны, жила я из соседей. Кто-то играл в танчики, очень кричал, матерился ночью. Я еще нянечкой работала, с детьми сидела в соседней двери. Тем самым, наверное, это была моя первая работа, что я сидела с детьми. Вот сейчас я вспомнила. С другой стороны, не было ремонта, не было ничего. Получается, у меня я разделяла эту кухню, и я помню, что мне очень нравилось, потому что обо мне там даже заботились. Я всегда выглядела младше, и когда я переехала туда, я помню, что мне помогали, если я хочу научиться котлеты готовить. Со мной стоят и показывают, как я могу слепить котлеты, пожарить. Плюс в этой коммуналке было так, что ты не можешь пользоваться
плитой. Это купленная плита у других жильцов. Ты должен свою плитку купить. Ага. Но мне разрешили пользоваться их плитой. Это считалось привилегией. Это значит, что ты в хороших отношениях со своими соседями. Вот. За кошкой моей следили. Потому что я когда сразу переехала, Женины родители сказали, что мы не можем сейчас разрешить нам жить вместе, потому что он будет пропускать университет. Вот. И чтобы мне не было грустно, мы пошли гулять по Петербургу, искать кошку мне. Мы хотели ее назвать «Селедка». И кошки, они очень пугливые, никто к нам не выбежал. Тогда мы стали искать по добрым рукам, нашли кошку. Вот моя жизнь в Петербурге началась с моей кошкой, которая сейчас осталась дома. Ее зовут Лапка. Она великая кошка, женщина. Безумная, мудрая, ласковая, спит со мной на подушке, целует меня. Вот, это мой Петербург, как он начался с коммуналки, с лапки кошки и с котлет. Женя, ты муж Лены, и не только. Да, я изначально был фотографом для нее, вот, и мы вместе, в принципе, начинали в партнерстве, разрабатывали идеи. А сейчас я еще и куратор стала после того, как она немножко сменила вид деятельности. Я понял, что моей необходимости стало меньше. Это вот примерно в 2018 году, когда немножко из блогерства она ушла в художественную сферу. Вот, и я понял, что мне тоже надо развиваться, надо работать над новыми навыками. Вот, и я вот решил, что кураторство — это мое. Кураторство, по сути, ты менеджер и продюсер. Да, да. Угу. Ну, здесь скорее в партнерстве. Я не как в диктаторском формате там решаю за нее, что ей надо делать. У нас всегда диалог. Ты из Норильска? Да. До какого года ты там жил? До 2010-го. Знакомился с Леной, ты уже когда не жил в Норильске? Да, я первый курс университета, когда я переехал из Петербурга. Есть фотография Лены в Норильске. Это ты ее уже привозил знакомиться с родным местом? Это был проект, который мы делали вместе с компанией «Норильский никель». Ага. Вот, у них Заполярник стадион открывался, и они тогда пригласили нас сделать проект совместный, подсветить вот эту культурную особенность Норильска. Мы согласились тогда, потому что Норильский никель, опять же, мне казалось, и мне кажется до сих пор, что Норильский никель имеет абсолютное значение для этого города. Это, получается, сам город тебя пригласил. Ну, то есть город, который в основании своем представляет Норильский никель. Это город, принадлежащий этой компании. Вот, и было интересно почувствовать себя как приглашенным от города. Думаю, тебе сейчас за эти слова многие захейтят. Ну, это было еще до этого разлива, да. Мы, кстати, я проговорюсь, после того, как произошла эта экологическая катастрофа, это случилось через полгода после проекта, мы об этом сделали несколько сторис, мы об этом публично заявили, и от компании нам прилетело. То есть через нашего менеджера с нами связались, попросили это удалить через пару часов, но мы не удалили, вот, и наоборот даже скорее подчеркнули еще более конкретно, что это катастрофа. Да. Ты, когда наряжаешься в необычное, ты делаешь это скорее для себя или для скорее себя всегда. Но тебе важно, чтобы тебя похвалили и кинули комплимент? Нет. У меня есть. Мне Женя на протяжении 12 лет, как мы встречаемся, не было ни разу дня, когда он не говорил, что я красивая. Ни разу. Он ночью просыпается, он не помнит, он лунатит. Он лунатит очень мило. Ну, он просыпается и такой: ты очень красивая. И засыпает. Так что я вообще в малине. Юра, я самый счастливый человек. У меня мужчина, который мне скажет: ты охеренная, ты хочешь пробовать керамику? Езжай в Корею, развивайся, у тебя есть художник. Я вообще могу его возносить сколько угодно. И я считаю, что он прожектор, который меня просветил. Он сделал из меня художницу, потому что я поверила, что я художник. Он не лепил меня, он вкладывал просто внимание. Он вкладывал веру в меня, в каждый проект. Никогда не говорил «нет». Это человек, который никогда не говорит «нет», никогда не ругается, только я ругаюсь. Понимаешь, я мистер поругаться. А он никогда не ругался. Смотри, ему очень стыдно. Эллен говорила, что ты самый большой фанат
И даже... критик. Он иногда ненавидит то, что я делаю, и мне приходится защищать эту работу. Иногда психовать прям и доказывать, что это... Спичить. Да, но говорить, что я тебе докажу, что это имеет силу. У меня есть фоторабота, где у меня нарисована на волосах Фудзи, гора японская. И эта идея, когда он сказал, что это полная херня, то, что ты придумал. Он со мной очень жестко разговаривает. И я говорю, я тебе докажу. Я сидела, не знаю, 3 дня, рисовала, не портрет, это пейзаж Фудзи на волосах, мелками цветными для волос. Мы сфотографировали, и он извинился передо мной. Так чаще бывает как раз ситуация, что я всегда, почти всегда не прав. То есть была одна только фотография, когда я говорил, что ничего не получится, и реально ничего не получилось. Но вот в 99% случаев всегда, когда я с ней начинаю спорить, я в итоге оказываюсь... Это плохо заканчивается. Это становится моей любимой работой, и у нас... ты же говорил, что тебе не нравится. Я говорил, идея не нравится, воплощение оказалось классным. Ты поменяла имя и фамилию, причем фамилию ты поменяла на фамилию мужа, когда он мужем еще не был. Почему это произошло? Это был ему новогодний подарок. Я обожаю его удивлять новогодними подарками. Иногда я выжигаю наши портреты, иногда я делаю книгу-раскладушку. И я подумала, как же я еще его больше могу удивить? Я сделала новогодний. А он не так помнит, да? Он смутился. Да, я решила, как мне еще показать ему свою любовь. Потому что я была Елена Терри. Елена Терри, все меня знали как Елена Терри. А по паспорту Елена Лялина. Елена Лялина, да. Лялина классная фамилия. До сих пор я испытываю к ней сложности. Человек по фамилии Лялин, когда ты посмотришь это видео, я люблю твою фамилию. Мне кажется, в ней столько... Просто я единственный Лялин, которого знаю, это человек за 1,90 м с весом 100 и не жира, а мускулатуры. И вот это офигительный контраст, когда максимально такой здоровый и очень такой мужик-мужик. Вот, Но мне подходит, я лялечка, может, из-за этого. Да, он очень снежной фамилии такой. Вот. А тебе не казалось, что очень нежная? Хотелось, наконец-то, не лялечкой быть, не лялей, не маленькой, не малышкой. А ты слишком милая всегда, и у тебя фамилия тоже такая. Мне кажется, это как, не знаю, у тебя кучерявые волосы, а ты хочешь прямые. Не знаю, для меня была сложность тем, что моя фамилия такая, просто. Я даже, когда переходила в новые школы, я 4 раза школу меняла. И когда пишут, знаешь, как по-русски пишут Лялина, очень можно прочитать Лямина, например. Да. И один раз учитель ошибся, и мне удавалось месяц хранить эту тайну. И ты по чужой фамилии жила? О, как же ты ее не любила-то? Да. Меня никто, на самом деле меня никто не обижал, но почему-то комплексы, они умеют возникать просто из ниоткуда. Есть люди, и уже не только девчонки, которые считают, что брать фамилию мужа это архаизм. Ты как будто отдаешь часть своей личности. Ты как будто, в общем, перечеркиваешь, что у тебя было до. Как ты к такому подходу относишься? Тут про комфорт. Если у тебя есть какие-то ассоциации с этим, ты можешь оставлять свою фамилию. У меня есть очень много знакомых, которые говорят, мы ни за что не поменяем, это наше древо, оно мне очень нравится, это от бабушки, их личная история. С фамилией очень много связано. У меня было связано только с тем, что я пыталась все время прятать, тем самым я прятала себя. Ты поменяла имя с Лены, с Елены на Элен. Многие могли бы подумать, что это произошло после начала войны, для того, чтобы легче существовать в международном мире и работать в международном мире. Но это случилось задолго до. Почему? Когда я поняла, что я не хочу быть Шейдлина, а я выбрала Шейдлин, мне нравилось это произношение, я подумала, что Елена Шейдлин не звучит. И я выбрала Элен Шейдлин, потому что мне нравилось созвучие. И в этот момент, когда я произнесла эту идею, Женя сказал, почему бы нет. И в момент, когда я изменяла свое имя, это был очень страшный момент, потому что когда я смотрела, как вбивают документ, а еще, если ты меняешь имя, то в свидетельстве о рождении меняют имя тоже. О.
Тем самым я стала Перебивает, новые делают? Да. Тем самым я стала Элен Викторовна Лялина. И еще при этом я не знала, как на это отреагируют мои родители. Потому что мне нравится очень Елена. Мне нравится, Лену меня называют просто очень родные люди. Женя, он меня все время Лена. Это для меня эмоциональная связь. Да. Еще нет. 10 лет. Корейская душа. Да, и Элен как-то стала именем именно художника, как я сказала, творца. Я поменяла, когда решила вместе с живописью. Это тогда произошло. Сначала меняют свидетельство о рождении, потом в паспорте. Да. Как родители отреагировали? Ты для нас все равно Лена. Это, вот так. И все. Поскольку ты в Сеуле тоже в гостях, да, мы с тобой сейчас гуляем. Да, вместе. мы с тобой гуляем, и иногда что-то рассказывать буду я, не потому что умный, а потому что почитал перед тем, как сюда приехать. До середины нулевых это была трущоба, но потом, страшно сказать, Министерство культуры предложило это место джентрифицировать, и сделали это через то, что предоставили десяткам художников местные стены для того, чтобы они их расписали и, в общем, каким-то образом вдохнуть жизнь. В жизнь вдохнули, здесь много туристов всегда, но вообще здесь живут пожилые корейцы в основном, и есть дискуссия относительно того, что их не спросили об этом, и рады ли они тому, что здесь много народу, и поэтому очень много плакатов «Говорите шепотом», потому что это жилая зона. Гуляя по деревне, мы подошли к вот этой работе. Перед тем, как я умру. Ты знаешь, что это такое? Когда мы поднимались по этой замечательной лестнице, это первое, что у меня вызвало действительно вау-эффект. Из-за этого мы сразу посмотрели, что это значит. Это Кэнди Чанг в Новом Орлеане, после того, как она потеряла своего родного человека. Она целый дом переделала в объект ее мыслей про то, что люди могут сделать, перед тем, как они умрут. И теперь таких стен насчитывается более 5000 по всему миру, в 70 странах. Вот, и... Я так понимаю, она просто заполняет вот так вот места, а каждый может написать, что... Я думаю, что она оставляет просто черную стену, пишет просто слово «before I die», и люди могут уже сами продолжать, чтобы они сделали в своей жизни, задумывались о том, что для них важно. Ты думала о том, что бы тебе хотелось сделать перед тем, как умереть? Когда я эту стену увидела, я сразу об этом подумала, так что у Кэнди Чанг точно получилось запустить эти мысли. И первое, что мне пришло в голову, что я, безусловно, бы хотела выполнить свою безумную мечту, это сделать Петербург центром современного искусства всего мира. И в 90 лет мы с тобой поговорим и посмотрим, получилось ли мне это. В Петербурге или? В Петербурге. 90 — это через примерно 40-50 лет. Ну да, диктаторы умирают, войны заканчиваются. Элен возвращается в Россию и говорит, что вот он, русский человек. Это твоя давняя мечта, ты говорил про это несколько раз. Насколько Питер к этому подбирался? На самом деле я переродилась в этом городе. Родилась как художница, потому что, когда я была в Саратове и вернулась, можно разделить напополам. Мое ощущение себя, когда я пришла первый раз на гараж-сейл, где люди продавали свои секонд-хенд вещи, с того времени 95% моих вещей я никогда их не покупаю в магазинах. Я покупаю их в секонд-хендах. Даже на мне сейчас это переработанные вещи с блошиного рынка, кроме колготок. Вот. И Петербург меня чуть изменил. Он показал мне цветные волосы, показал, что можно быть художником. И у меня есть одна ситуация, когда Инстаграм стал меня сводить с разными людьми, которые приезжали в Россию, приезжали в Петербург, в Москву, либо я путешествовала. У меня была такая одна история, что мне пишет инфлюенсер Ауретта. Ее зовут, ее можно даже в Инстаграме найти. Из какой она страны? Она из Лос-Анджелеса. И она, прилетая, написала: слушай, я лечу в Петербург, очень хочу с тобой увидеться. На тот момент ни интервью не было, не написано, где я существую. Мне стало интересно: здорово, она приезжает в Петербург, да, конечно, давай увидимся. И потом я ее спрашиваю: откуда ты узнала, что я в Петербурге? Он говорит: ты очень творческая. И мой парень предположил, может быть, она из Санкт-Петербурга. И она просто напрямую написала: если ты в Питере,
проверить, насколько это предположение может быть точным. Это моя первая история, как я узнала, что по городу можно определять, мне кажется, насколько человек талантлив. И в то же время можно расширять это мировоззрение у людей, с которыми я общаюсь каждый раз, говорят, что русский художник — это не художник, который обязательно должен находиться в России. Русский художник это то, у них может быть миссия говорить о том, насколько талантливые, насколько обширная культура может быть. И это не только танковый биатлон. Вот. Да, пока вы, ребята, разговаривали, я попытался спросить у нейросети ответ на вопрос, который задает эта стена. Вот, и мне показался интересным ответ искусственного интеллекта. И что он мне отвечает? Я не имею собственных желаний или стремлений, но в рамках моей обучающей модели я могу сгенерировать вариант, который может представлять интерес. Перед тем, как я выключусь, я хочу поднять все грани человеческого опыта и помочь в достижении мира, где информация доступна и понятна для всех. Я правильно понимаю, что ты сейчас очень увлечен искусственным интеллектом и прокатываешь в чат GPT или в Midjourney более-менее все? Да, кажется, что все мои новые навыки, познания оказались в заложниках вот этой новой игрушки, которая под названием ChatGPT. Это языковая модель, генерирующая ответы. И я, конечно, по ней прям с ума схожу. А по сути это же ускоренный или расширенный Google. По сути, это я не скажу. В зависимости от того, пользуешься ты моделью, которая подключена к действующему интернету, либо это записанная версия, вот этот слепок 2021 года. Вот. Как Google это использовать сложно, если ты пытаешься понять актуальную информацию. Но есть уже новый, вот у чата GPT в версии, не для всех, в бета-версии, может подключиться к интернету, но это не очень удобно. Вот. Но вот то, что слепок 2021 года, он интересно в познании тех вещей, которые вот до этого момента свершились, получается. По сути, про эту стену вы же прокатывали с Эллен тоже в чат GPT. Да. Когда мимо проходили, она как раз очень активно обратила внимание. Я сфотографировал, там в айфоне новая функция, можно прям recognize сделать текста. То есть ты фотографируешь, я вот как на выставке современного искусства хожу, там обычно огромный текст, я его фотографирую, сразу скидываю чат GPT и пишу: чувак, сделай мне покороче и попонятнее, чтобы вот всю концепцию мне объяснить, прям как для ребенка. И не хочу копаться обычно, хочу быстро там что-то для себя он понять. Реально сам и он реально анализирует, он знает, кто такой художник, если это, опять же, до 2021 года, он уже в слепке этом находится, архив. Вот. Я знаю людей, которые послушают это, скажут, что наше будущее — это торжество поверхностности. Хороший момент. Мне кажется, опять же, возможность классного учителя, либо гида, который всегда с тобой рядышком находится и который может тебе... Вот ты можешь ему задавать вопрос миллион раз, он никогда не психанет, не станет нервничать на тебя, даже если самую глупость спрашивает. Вот мне нравится рядом иметь человека, который тебе объясняет, как ребенку все. Для меня это возможность познания. То есть я, наоборот, больше для себя открываю тем самым. Смотри, это самая попсовая часть этой деревни. Ну, понятно, что I love Seoul, вот, но еще здесь есть граффити с национальным героем корейским. Это футболист, форвард лондонского Тоттенхэма Хён Сон Мин. И очень важная вещь для понимания того, как устроено корейское общество. В Корее обязательно служба в армии, и даже футболисты должны служить, даже если ты суперзвезда английской премьер-лиги. Английская премьер-лига — это вот там высший дивизион художников себе представить, планеты. Да. И весь мир следил за тем, получится у него легальное освобождение от армии получить. Для этого нужно было выиграть чемпионат Азии по футболу. Он туда... И если бы он не выиграл, он бы на 21 месяц уходил бы служить. И это значило бы прерывание карьеры и в целом, скорее всего, понижение карьеры после, поскольку 21 месяц простоя — это прям очень серьезная вещь. И я, когда за этим всем наблюдал, я думал: обалдеть, можно ли представить, что так устроено общество, когда даже суперстатус, а он мультимиллионер, когда он прилетает в Корею, его встречает полный аэропорт людей, и все равно закон работает для всех один. И мне кажется, это очень важно для места, в котором мы присутствуем сейчас. И в котором смотрим граффити. И получается, он выиграл и не пошел в армию? Не пошел. У него были сборы, они короткие, там все равно должен был быть марш-бросок там, на 30 километров или на сколько. Но это было коротко. То есть это занимало то ли несколько недель, то ли месяц. А так он продолжил играть и по-прежнему звезда вот этого клуба. А это не шпиц?
Это шпиц Нет, подстриженный. похоже, чау-чау. Это чау-чау, у которого реально состригли все. Но выглядит люто. Thank you, thank you. Что тебе сказали? Beautiful. Я бабушек очень люблю. Ой, это, не знаю, моя слабость. Бабушки — моя слабость. Когда я начинала рисовать первые свои картины, и у меня был преподаватель, который приходил ко мне домой 3 раза в неделю, я говорила, почему я не могу рисовать только бабушек? Зачем мне рисовать молодые лица? Это же так красиво. Почему люди не вешают себе домой бабушек? Сколько лет тебе было? В 25 лет я начала рисовать. Возможно, это на примере моих бабушек, с которыми я росла. И у меня полная семья, все хорошо, но мы сначала жили с бабушками, и мне все время нравилось, что присутствует та мудрость, которую я могу чувствовать от того, как они мне объясняют, никогда на меня не ругались. Вот. А я, так как такой птенчик, через любовь познаю любовь. И я с тех пор подумала, что есть классный возраст. Это когда ты супер молодой и супер старый. А вот что в середке, мне супер непонятно. Вот. И это просто то, что мне нравится. Иногда сложно объяснить то, что тебе нравится. Тебя никогда не угнетало, как старость выглядит в России? И не только выглядит, что она собой представляет. Я не только про внешнее. Я посмотрела недавно видеоролик, что государству нельзя говорить «нет». Государству нельзя говорить «нет». Там про бабушек, которые в хоккей играют. У Кати Гордеевой, да. Я плакала. Потому что, когда появляется страсть в любом возрасте, как они начинают мыслить, доброта рождает новые мысли. И меня поразило, что если настанет то благополучие, к которому я стремлюсь внутренне, и если я буду видеть это в больших случаях, чем только в одном выпуске, это то, что меня будет вдохновлять, и я хочу быть такой бабушкой. Я хочу в хоккей 80 лет играть, либо рисовать. Вот, наверное, вот так я представляю бабушку. Я считаю, что у нас есть такие бабушки в России. В твоей биографии есть очень странный факт. Ты снялась в «Елках 5». Я ела там булку в лифте. Да, как так получилось? Я была в агентстве блогеров Саши Спилберг. На самом деле, благодаря Александру... Папа Спилберг? Да. Благодаря ему я вообще YouTube-канал завела. Он меня пригласил на первый какой-то видеофест, и я единственная была с Инстаграмом. Я подумала, что, раз я со всеми ребятами, может, мне как раз первый блог заснять. И с этого начался, мне кажется, мой самый большой бум, потому что мои самые трендовые видео выходили в топ по несколько миллионов с тайны моих фотографий, когда я стала выкладывать бэкстейджи, и Инстаграм стал очень подтягиваться. И тогда он уже стал действительно весомым. И меня пригласили со всеми, кто из агентства, сниматься в кино. Как тебе, когда вышла? Когда вышла, я пошла туда с родителями, и после того, как я увидела весь фильм, это не те елки, которые я смотрела до моего участия. Я подумала, может быть, я это все испортила. Может, принесла неудачу этому фильму. Было ощущение, что в что-то стыдное вступило? Очень стыдное. Конечно, говорю, я привела туда родителей. Ты можешь представить человека, который приводит родителей? Нам это предпоказ. Я имею в виду, это закрытый показ. Тем самым до этого, если бы я его посмотрела отдельно, я бы не привела туда своих родителей. Ты говорила про нейронные связи, про то, что ты так воспринимаешь мир, но это за камерой было. Ты как пример приводила, что ты общаешься часто с мужем, пока он тебе делает массаж. Да. Если это можно рассказать в камеру, расскажи, пожалуйста. Да, это можно рассказать в камеру. Если есть какая-то информация, которую я не могу воспринять, так было у меня, например, с политикой. У меня было так, что мои родители интересовались политикой. И потом я встретила Женю, он тоже интересуется политикой, и я не понимала, как вообще новости могут быть интересны, и он прибегнул к такому очень коварному методу. Он ставил подкасты какие-то, либо смотрел какие-то лекции, в этот момент делал мне массаж, и я это все слушала. А так как я люблю анализировать информацию, я потом с ним начала потихоньку обсуждать, формировать свое мнение, и таким образом из интереса вышло уже в то, что стало таким информационным гражданином. Он говорит, хочешь, я тебе массаж делаю? А я говорю, да. Но чаще всего это было латынина код доступа.
И это идет около часа. Это час массажа. Тяжелая артиллерия. Да, это было около часа, так что почему бы не объединить приятное с полезным? Я чувствовал запрос очень сильно с тех пор, как мы познакомились, на достаточно этическую оценку происходящего. То есть вот что хорошо, что плохо. Вот и мне иногда кажется, что людям необходимо это произносить, объяснять. И внедрение в мир политический, да, произошло вдохновением стала моя семья, которая теперь она является частью этой семьи, тоже точно так же мои родители, ее родители. Вот, и наши постоянные разговоры на кухне. Да, помним, что мне 16 лет было. Да. Когда вы познакомились? Да, и когда я говорю, что я формируюсь, можно представить подростка, совершенно не сформированного, не видящего ничего, не разговаривающего, не видя больших городов. Я приехала из Саратова, у меня вообще другое впечатление. И вот я приезжаю в 16 лет, знакомлюсь с ним, и у меня просто... И вот она каждый день приходит, а мы еще, наша семья в том числе, это очень приятное место, когда мы собирались на кухне, невероятно, мне кажется, ощущение атмосферы дома, это очень приятно. Это ужин, где родители говорят всегда о политике, и их сын, и она тоже участвовать в этом хочет, и у нее это хорошо получается. Твои родители либеральных взглядов? Да. Ну, понятно. Подсадили на либеральную углу молоденькую девочку из Поволжья. Скажут люди, которые это посмотрят. Я думаю, что она широких взглядов. Вот мои родители точно либеральных взглядов, но вот нету этой позиции, которую она без рефлексии может вот прямо ей следовать. Часто возникает... Я пишу то, что чувствую. Конфликт даже с моими родителями на этом фоне. Я не политик, не политолог, и у меня нету такого обширного знания. Политика появилась в твоей жизни в 2016 году. Так? Я думаю, практическая политика. Ты пришла в предвыборный штаб КАЦа. Да. Что ты там делала? И что это за предвыборный штаб? Расскажи. Меня он пригласил отвечать за социальные сети Дмитрия Гудкова. Делать фотографии, снимать видео, ходить с ним на сбор людей в момент, когда он вещает свои мысли. Не знаю, еще я раскладывала в почтовые ящики бюллетени. Это первый раз, когда я жила в Москве 2 месяца. Вы специально переехали ради этого? Мы специально переехали ради этого с кошкой. Ради выборов? Да. Это выборы в Государственную Думу, да. И КАЦ занимался за Яблоко он отвечал. партией «Яблоко». Да. А почему ты и Женя, вы вдвоем это делали, решили это делать? Ну, во-первых, Дмитрий Гудков — это единственный человек, который в Госдуме какую-то свою оппозиционную речь выдвигал. И я действительно верила, что именно моими вложениями могу помочь ему продолжать высказываться. Как бы я чувствовала, что с помощью человека могу получить защиту в будущем. Он будет защищать мои интересы. Дополнительно я чувствовала, что я хочу действительно попробовать. Мне был еще интерес, насколько это действительно может быть частью моей жизни. Но оказалось не совсем так. За эти 2 месяца в Москве я не смогла создать ни одного произведения, и я чувствовала себя довольно-таки сложно в этот период. Не совсем мое оказалось, именно как творцу. Скучно? Нет, не скучно, не механически. Я не знаю, откуда берется вдохновение, но если сказать, что внутри нас есть какой-то источник, из которого мы берем идеи, то он был просто истощен, и ты просто об этом не думал. Ты занимался лишь этой деятельностью, а потом, когда очнулся после 2 месяцев, ты вроде бы сделал интересный себе опыт и понял, как работают эти механизмы, что на момент, когда он выступал, приходили разные люди и пытались его компрометировать, снимали гадкие видео, и я видела, насколько это действительно бывает отталкивающе в каких-то моментах. В какие-то моменты было даже немного страшно, потому что я должна была у него брать интервью и выступать, и у меня так никогда
я говорю, что да на сцене выступаю, я так не боялась, но у меня так коленки тряслись, когда я у него должна была что-то спрашивать. Именно потому, что мы снимали видеоролики, которые потом он транслировал в социальных сетях. У меня были его пароли от Твиттера, не помню, было ли от Инстаграма, но мы должны были всю его предвыборную кампанию транслировать то, чем он занимается, на что он делает акцент. Вот. И вот эта работа 2 месяца, потом я очнулась и поняла, что я ничего не сделала, мне не хочется теперь ничего сделать. Я вообще хочу в Питер домой поскорее. Вот. Я больше никогда в Москву не возвращалась. Я даже когда на съемки ездила, я просила, чтобы мне билет очень рано утром брали. И на поезд вечером я на 2-этажном поезде уезжала обратно. Вот. Чтобы просто не возвращаться в Москву. Вы делали это бесплатно? У нас была зарплата. 80 тысяч рублей. В месяц? Да. Это было больше или меньше того, что ты зарабатывал блогингом? Намного меньше. Конечно. Я думаю, что один мой на тот момент проект, одна фоторабота стоила где-то 200-300 тысяч рублей. Одна фоторабота. Фоторабота в Инстаграме с интеграцией? Да. Угу. Как ты восприняла результаты? Яблоко разгромно проиграло. Да, разгромно проиграла. Я расстроилась, потому что, во-первых, я попросила своих друзей-блогеров тоже поддержать, что очень важно ходить на выборы. Написала прям текст, просила паблики. Да. Никто блогер не согласился, не сказали, ну, это странно, мы не будем участвовать в этой политической махинации. И я такая думала, что, ну, это же важно, чтобы люди голосовали, тогда у нас есть выбор. Вам действительно предлагали сотрудничать с государством перед поправками в Конституцию? Хотели, чтобы я взяла интервью у директора Манежа, тем самым на телеканале «Культура». Нет, «Культура» Санкт-Петербурга, да, под защиту. Там была поправка. Под поддержку. Да, поправка культурная, не помню, как она звучала. Женя был со мной там мы вдвоем пришли в Манеж. Да, у нас была задача прийти и обсудить некий творческий проект, которым они подсластили. То есть сначала был разговор с заместителем губернатора Санкт-Петербурга о том, что мы хотим, чтобы ты, Лена, на тот момент еще, сделала очень классный проект вместе с нами на «Алых парусах», там, сделала какой-то мурал на мосту. Да, разрисовать. Есть несколько мостов в Петербурге, которые позволено разрисовывать. Ага. И я понимала, что это проект прям на несколько месяцев. Они предлагали и краски, что все организуют, что это все будет спонсировано. И я понимала, что насколько это действительно большой для меня шаг. И потом вообще, кажется, что сотрудничество художников петербургских с городом это невероятная вообще возможность и удача. И мне казалось, это абсолютно не противоречит ничему. Ну и ей, конечно. Во-первых, мы несколько раз встречались. Несколько раз — это раза 2. Ага. И первый раз просто сказали про то, что есть такая возможность. Давайте разрисуем мосты. На второй раз, когда мы приходим, нам уже говорят, что у тебя есть отличная возможность, чтобы ты взяла интервью, чтобы ты показала, какой ты классный художник, и поддержала поправку. Там внутри поправки было что-то про творчество. Ну, там много было хитрых поправок, в том числе про защиту животных, и через них они затаскивали тиктокеров, например. И они пытались затащить меня, и иногда я психую. И вот то, что я процитировала, что я в это говно наступать не буду, это прям то... Ровная цитата, да, потому что мне стало неловко в этот момент очень сильно. Женя вообще отвернулся. Ему было очень стыдно, как я начала с ними разговаривать. Я начала очень жестко прям говорить. Потому что я вжался в стул, потому что они очень-очень на комплементарной ноте пытаются продвинуть идею того, чтобы она поучаствовала в рекламе поправки в эту Конституцию. В этот момент я понимаю, что происходит звенящая тишина. То есть она говорит, я в это говно наступать не буду, вы с ума сошли? Ты сказала это там? Она произнесла. Это не выражение в Твиттере, да? Это реальная история, которая сказана прям... Там Семен Михайловский был. Так, как он отреагировал? Он стал... это... Да. Я сейчас тебе скажу, как он отреагировал. Он отреагировал так, что как будто я не хочу вступать в политику, что это как бы связано с тем, что он стал оскорблять меня, во-первых. Сказал, что, понятно все, это маленькая девочка, да, типа, что она просто... художники. Да. Он произнес «маленькая девочка»? Да. А поколение произнес?
Окей, так. Сложно цитировать. Так, маленькая Слово в девочка. слово. Да. На этом моменте все вот так вот замялось. Я сказала, что я не буду участвовать ни в каких интервью, но если вы захотите в будущем сделать какие-то проекты с Петербургом, чтобы я выступала как художник, придите, ко мне еще раз, и я подумаю о том, согласна я буду или нет. И вы ушли? И мы ушли. Все ушли. И больше не контактов встречались. Почему вы не хотели участвовать в рекламе поправок в Конституцию? Потому что это увеличивает срок президента до бесконечности, обнуляет его. Ну, вопрос, да, в том, что там же все поправки — это абсолютно собрание Захотят- ничего ради одной единственной, которая... Все остальные поправки были созданы для того, чтобы просто увеличить в Конституцию, переписать, увеличить срок этого человека. Где мы? Куда ты нас привела? Мы в доме моем. Это мой дом. Я провела тут намного больше часов, чем в съемной квартире. Я сюда приходила к 8 утра, уходила к 12 ночи, несмотря на то, что я пыталась сначала график выстроить хотя бы до 6 вечера. Так что мы в керамической мастерской, которая стала пристанищем именно для моего творческого ребенка на эти 2 месяца. Ты прилетела в Корею на 2 месяца поучиться скульптуре. Да, керамической. До этого я делала скульптуру. Керамику ты не делала никогда. Первый раз, да. И ты прилетела. Покажи пальцы. Мы когда с тобой созванивались на пробный скайп-колл, и я там, в общем, что-то извинился сразу за то, что у меня какая-то шняга под ногтями, и я там махал пальцами очень активно в кадр, а ты сказала, не извиняйся, и просто расчехлила свои пальцы. И там было прям... Много-много глины. Ага. Да. Мастерская, Да. я такое вижу впервые, это подъезд дома. Да. Жилого. Вот там вот вход в подъезд, вот здесь вторая дверь. И здесь постоянно ходят люди, которые живут в этом доме. Но здесь вместо консьержа, диффербахи и детских колясок, здесь вот такая вот штука. Угу. Твои подруги-художницы, которые здесь хозяйка, разрешили разбить такое? Строить, а не разбивать. С керамикой это как-то опасно такие слова говорить. Да, Слишком хрупко. А это твоя работа? Все хорошо, да, это все моя работа. Я чуть не оторвал голову. Все хорошо. Она Так снимается. задумано, да? Да, я люблю очень интерактивные вещи. Да, у потому меня что такая долго не прожила. она на самом деле довольно-таки... Крепенькая. Да, потому что я сделала крючочек. Угу. Так, а это что, подсолнух улитка? Или что это? Слушай, сначала это была звезда, потом это стало солнце, а так это улитка, да. Слушай, а еще как будто она грустная, или как будто кается даже. Она плачет. Она плачет. Почему? Наверное, мне тяжело было в Корее очень. Она была вторая по скульптуре, и эта неделя была очень тяжелая. Именно от того, что я не понимала, нету друзей. Вот я как раз стала спрашивать, а как мне добиться общения, потому что на выходных я выходила, мне нужна коммуникация, Жене тоже. Кто это? Это что-то из «Алисы в стране чудес», не? Это заяц. Я вообще расскажу тебе, как вот эти все персонажи были придуманы. Давай, У меня есть да. определенная техника, может, ты тоже хочешь поучаствовать в этом эксперименте, когда мы закрываем глаза, делаем много линий, открываем, ищем ассоциации. И вот эти все животные, цветы, роза, вот эта улитка, она вся вышла... Ты про эскизы? Да, я про эскизы. Ага. Да, и получается, я просто смотрю, на что это похоже, и потом дорабатываю со своими навыками. Бессознательное. Это бессознательный рисунок, потому что придумать вот таких странных персонажей, вот так вот сидеть и думать, куда же я маску прикреплю, даже для меня это сложно. Ну что, поиграем? Давай. Сначала мы берем черно-белый карандаш, закрываем глаза, делаем линии, когда хочешь, тогда А останавливаешь. линии любые? Слушай, я играла с Женей, он вообще стал в своей голове рисовать какие-то образы уже. Да, просто у меня, видишь, у меня Нет. вариант, как бы, чтобы свободно шла, или какую-то конкретную вещь, которую я плохо нарисую. Свободно. Знаешь, это что-то похоже на то, когда ты с кем-то разговариваешь по телефону, и твоя ручка Да, просто водит. да. Это то же самое. Тебе просто нужно отпустить, что-то рисовать, но если хочешь углы, рисуешь углы. Нет правил. Волнуюсь. Отлично. Наша коллаборация будет состоять в том, что я тоже сейчас закрою глаза Ага. и дорисую эти линии. По этому же. Да, я просто А ты буду начнешь водить. с нее или нет? Нет, я ничего не вижу. Для меня это тоже пространство.
Ты так понежнее нажимал. Ну, по сути, мне это уже напоминает какого-то крокодила с зубами. Ого, реально крокодил. И вот я заканчиваю на линии, которая начинается, и ты продолжаешь. Ну, я вообще здесь не видел крокодила же. А как, блин. Ты можешь крутить, расслабить как бы свои глаза и просто смотреть. Ты видишь, я не фиксируюсь на этом никогда. Просто первая ассоциация, которая возникла. Вот. Ну, похоже на попу же. Ну, Нет? хорошо. Получается, линии, они запускают твою ассоциацию. Дальше, по сути, я могу сейчас из твоей попы сделать что-то частью птицы. И я буду представлять, что это маленькие ее ножки. Ну да. Так не, можно потопорнее можно было бы нарисовать футболку, и получалось бы, что это сердечко, перевернутое сердечко на Правильно. груди у человека. Тут, например, вот этот вот у нее хвостик идет. Блин, или еще это мог бы быть гребешок у петуха. Возможно. Да, вот как это начинает работать. Ну, А да. еще, как в твоих вопросах, когда ты пытаешься узнать историю. А что еще? Это главный вопрос, который ставит себе художник. Так, давай вот тут доделаем. Что это может быть? Ну, вот Не, ты я мне думаю, что скажи. это там забор тюремный. Первая моя ассоциация. А можем, например, чтобы это были пузыри, Ага. а здесь мы дорисовываем, например, штуку, из которых ее пускают, Да, и кого-то, кто их пускает. пожалуйста, рисуй. Ну, мне не получится. Это твоя ассоциация. Да нарисуй, как чувствуешь, как помнишь. Это будут такие черные пузыри, или мыльные, вода, из которой она исходит. Вот здесь вот держалка. И надо, чтобы кто-то дул. Хорошо, я нарисую, кто дул. Тут вот есть какая-то очень милая... О, я вижу, кто это может быть. Вот сейчас тебе понравится. Это маленький осьминожка. Ну, явно милее моих вот этих вот радиоактивных пузырей. У тебя идея родилась, что кто-то дует пузырь. М. Мы добились цели. Смотри, мы почти что все линии закрыли. И вот так вот можно крутить и продолжать. У нас вот есть твой забор. Заяц родился точно так же? Да. Ты просто придумала, и потом ты нарисовала нормальный эскиз, Я ищу форму, да. и уже после нормального эскиза ты стала превращать это в... Что угодно. У меня в детстве была ваза у бабушки в шкафу, и я считала, что это самое драгоценное, что есть. Это то, что внутри прячется. Чаще всего это сломанные часы, какие-то монетки, пейджер от папы был. И я все время очень просила бабушку, она только по праздникам мне давала рыться в этих сокровищах. Что я сделала? Я создала точно такую же вазу по форме в виде розы, создала очень маленькое отверстие, только детская рука может туда залезть и хранить там свои мечты. Ну, то есть взрослому копаться нельзя, а Слушай, маленькому можно. Я могу, если я расслаблю руку, просто не вставится Да. рука, то я могу залезть. Но это именно для сокровищ детей. Клево. Проходила мимо Ив, она сама не хочет сниматься, и она вынесла что-нибудь вкусненькое. И вот в тех случаях, когда у нас выносят либо сладкое, либо там фрукты, клубнику, что-то еще, она вынесла помидоры. И они очень клевые. Это очень стильно, очень необычно по-корейски, и они очень вкусные. Целиком не пролез. Хочешь посоперничать? Я уже съел. Очень клево. Первое, что Ив сказала: пожалуйста, слишком не жди крутого результата. Я говорю, как это возможно? Это типа мои первые детишки, там все такое, знаешь, там. Керамисты называют их my little baby, my babies. Вот. И я такая, как я могу не ждать? И ты понимаешь, что 2 дня они там, что-то с ними происходит, ты не знаешь что. Как вот из вот этой лужи, которую ты тут видел, она очень прозрачная, это как будто порошочек какой-то. Потом превращается в какие-то
белые вкрапления, коричневые, розоватые, переливающиеся в синий. То же самое, этот же цвет. И когда ты посмотришь сверху, вот тут я добавила красный, он вообще разошелся, как в природе бывает на листах. И это меня очень вдохновляет. Что... И как на сосочках бывает тоже. Да. Ну, это же они. Это они, да. Ты очень профессионально их потер. Очень скучаю по дому. Мило. Вот. Да. Это супер бессознательно. То же самое тут присутствует. Мне нравится в керамике, что ты... Да будь что будет. Ну пусть это будет разбито, либо пусть это будет таким, каким это получится. Я сделаю акцент на большую форму, я передам какую-то мысль свою, а время сделать свои дела. Именно в этой методике я все время говорю, что я нарисовала просто портрет воображения. Так. То же самое, как я бы зарисовала тебя. У меня есть какие-то с тобой общие истории. Угу. И про голову твою. Что? Голова. Она офигенно классная. Мне очень нравится. И я бы хотела попросить тебя, чтобы я ее зарисовала как-нибудь. У меня очень получаются плохо портреты, так что мне нужно тренироваться на таких классных структурных формах. А тебя прикалывает, что она вытянутая просто? Нет, да? она просто имеет такую форму, которая отличается от других форм. Это сразу первое, что замечаешь. Я как визуал, я такая, когда тебя увидела, я такая, можно я буду на тебя смотреть, пожалуйста, на твою голову? Может быть, проблемы художника маленькие. Нет, или просто как бы человек, у которого любимый город — это тот, где есть кунсткамера. Правда? Да, и поэтому такие образы, как мой, они вполне оттуда. Я с удовольствием дам себя зарисовать, когда у тебя будет время и желание. Хорошо, спасибо. Я ношу маленький-маленький скетчбук в каждой своей сумке. И если мне что-то придет в голову, я зарисовываю какую-то каракулю, чтобы помнить эмоциональную связь и образную. Это когда мы в Петербурге видим трещины в домах. Так. У меня возникла такая ассоциация, что Это корсет? что я могу зашнуровать эти трещины, эти раны своей истории. Я Петербург очень люблю. Сколько у тебя на один эскиз уходит примерно? Я думаю, если прям не прорисовывать, то минут 10. Если я захочу прорисовать какие-то детали, можно на часа 2 залипнуть, чтобы объемчики сделать, тенюшечки. А обнимашки, получается, в виде сердечка немного, да? Да. Из этого выросла фотография, которая у тебя одна из последних, когда только там не парень, а там вы с двумя девушками. Там ты и девушка. Тут тоже 2 девушки. Но вы по-другому лежите. Да. Вот это тоже нравится, день рождения. Но на торте лес, и ты как бы сдуваешь горящий лес. Но это тоже из истории того, что каждый год в Сибири просто горят леса, и много таких ассоциаций у меня. И ты делала уже работу про это. Да. У тебя на многих работах девчонки целуются. Да, И вообще у них целуются. близость сексуальная. Почему? Пока не поняла. Может, это рефлексия из-за того, что в России закон это запрещает? Возможно, у меня рефлексия на все, что запрещают. У меня есть огромная аудитория, и у меня есть эта огромная ответственность. И моя цель всегда была это говорить то, что чувствую. Я себя вообще не цензурирую. Я могу сидеть, перерабатывать эту информацию, меня может что-то прожигать изнутри. И я считаю, что то, что я делаю, я выражаю любые свои чувства. Через текст, через картинку, не знаю, письменно или визуально. Но я всегда говорила честно. И в момент, когда военные действия начались, я сидела на Шри-Ланке, мы посмотрели это видео, закрывали лицо руками. В этот момент видео, в смысле, сообщения? Да. Мы прям смотрели реальное обращение Потому что президента. часовой пояс позволял, да? Да, и что мы сделали? Мы были уже в горах. И я говорю: Женя, разворачиваемся. Он говорит: мы уже пообещали, что мы поедем. Я говорю: мы разворачиваемся, едем. И я высказываю свою позицию. В этот момент мы вернулись в город, и по стечению обстоятельств у моего друга-флориста оказалось 1000 кувшинок желто-голубого цвета, которые он заказал месяц назад. Я сказала: ты можешь мне отдать эти кувшинки?
потому что это единственное, что я сейчас могу сделать, это выпустить свою фотоработу. Параллельно я обворачивала себя проволокой. Помнишь вот эту ассоциацию с тем, что я кожу хотела оторвать? История в том, что меня по-настоящему обворачивали проволокой, и вот эти вот все порезы, это то, что я реально чувствовала на своей коже. Это, наверное, первый раз, когда я могу сказать, что я могу терпеть боль. Я в детстве была скейтером, но я не научилась катать на скейте, потому что я всегда знала, что скейтеры падают. Вот. И... Там представить мои чувства в этот момент. Сидящего на полу, пытаешься делать фотографии, я вижу, как ей больно, безумно. То есть эти... А я прошу, сверни, типа, Да, еще сильнее. А она вообще со мной в этот момент не разговаривает. От колючей проволоки. Я в этот момент пытаюсь ее фотографировать, сижу на земле. Она в этот момент вот в этой проволоке во всей, у нее буквально пару фрагментов ноги на стуле, ну, чтобы позволять создавать ощущение, что она в воздухе в этот Что момент я прям находится. на этой сетке. Да. Как, И она просит прям нашего друга-флориста затянуть это все сильнее. В этот момент я вижу, как ей больно, у нее глаза уже просто... Ну, она плакала в этот момент от боли, получается. Но необходимо было создать это ощущение, оно должно было быть реально перенесено на фотографию, вот это ощущение. Мне кажется, это получилось. Люди поняли, про что оно? Да, люди поняли, про что это. Ну, там был... Ну, в смысле... Во-первых, я написала большое концептуальное объяснение того, что я чувствую, что это безумие я не поддерживаю, что нет войны. И в этот момент очень пушила каждый день, пыталась выкладывать стори, чтобы люди слушали меня. Я не могла коммуницировать ну, как я уже сказала, с Женей, но мне важно было, чтобы люди понимали, что я не могу поддерживать агрессию. Это невозможно. Агрессоров, которые... Вы делали NFT-аукцион в поддержку Украины? Украины, да. Это вот как раз из кувшинок, из 1000 кувшинок, что я обнаженная лежу на голубе мира. Ага. Вот. Мы делали продажу за $20 000 с Unit Gallery. Это очень известная галерея в Лондоне. Высказывание про пылесос и песок. Да. Это про жизнь иммигрантов в 2022-2023? Да. Ты для своей англоязычной аудитории рассказывал про то, что такое жизнь иммигранта сейчас. Угу. У тебя вызывает непонимание, почему западный мир отторгает даже тех, кто имеет четкую антивоенную позицию. Да, конечно. И если у меня есть площадки, на которых я могу говорить, что, ребята, то, что мы не агрессоры, мы не поддерживаем агрессию, мы против войны. Конкретно мы. Да. Из России. Я из России, я как русский художник, я как человек, который там родился, я готова это вещать, заявлять, и то, что я чувствую ответственность. У меня было выступление на Каннах, в котором, причем, это выступление, его устраивали в поддержку Украины. Uh-huh. И я вышла на сцену. В этот момент мой английский просто превратился в суперкашу. Я уверена, что они почти что ничего не поняли. Но я очень надеюсь, потому что там было столько грамматических ошибок. Я в жизни так никогда не волновалась, потому что перед выступлением я написала себе текст на салфетке. Uh-huh. Прятала его в платье, потому что мне сразу сказали: никаких заявлений. Не говори ничего. Да, мы тебе вручаем статуэтку, что ты лучший NFT-художник на Каннском фестивале, но ты не говори, лучше не говори ничего. И я спрятала салфетку, речь. Я вышла, взяла микрофон и сказала, что ни один художник, который я знаю, не поддерживает это безумие. Если виноваты все, то виноват никто. И после этого там было много украинцев, сидели в зале. Вообще, перед кем я выступала, это были самые большие миллионники ТикТока, Инстаграма, самые большие инфлюенсеры, художники. Там именно были люди, у которых есть голос. И перед ними всеми я рассказала свою позицию, что... И какая была реакция? В конце мне похлопали, и потом ко мне подходили люди, украинцы, и говорили: спасибо за твои слова. Но когда ты публично опубликовала... Начался огромный хейт. Я просто не видела таких... Если в Твиттере вести Шейдлина, когда я смотрела первый раз. Знаешь, еще один факт скажу. По статистике в Инстаграме
у меня всегда на втором месте шла Украина. Сейчас у меня Украина 2% людей, которые на меня подписаны. Я была шокирована. Подписаны. Там же статистика видно. Было, примерно 30% украинцев. Несмотря на то, что ты высказываешься и действительно пытаешься транслировать свою позицию, я чувствовала, что хорошо, что я, возможно, не стала себя винить в том, что я делаю недостаточно, потому что я, правда, пытаюсь делать, что возможно. Если я могу высказываться искусством, я буду высказываться искусством. У тебя есть обида из-за этого? У меня нет обиды. Мне было просто, когда происходит что-то в первый раз, мне непонятно было, как в этой ситуации поступать, что это значит. Но меня просто шокировало это понятие статистик. Что это может значить? А спросить, ChatGPT тебе не ответит. Понятно же, что это значит. Что люди в жесточайшей травме. Их бомбят каждый день. Да, вряд ли им до Инстаграма. Нет, просто есть какие-то знаки, которые они хотят порвать все связи с агрессором. Конечно же, их можно понять. Им можно сейчас понять и простить, и ничего вообще не говорить. Как именно чувствуешь ты проблемы? Из-за того, что ты из России, и твоя страна агрессор. Хейт после речи в Каннах. Да. Меньше рекламы. Нету рекламы. Прям вообще? Вообще. Прям совсем вообще? Совсем вообще, 1,5 года. Есть реклама из России, но вы отказываетесь, потому что она... Смотри, ты известна в том числе за пределами России. Да, все верно. И все равно никаких проектов? Нет. Что твой заработок сейчас? Картины, выставки, которые я провожу, NFT. И я надеюсь, что в будущем керамические скульптуры, но пока что нет. Картины — это живопись? Да, это живопись. Ты живописью занимаешься всего несколько лет? Да, 4-й год. Но при этом картины уже продаются? Один заработок заменился на другой. Иногда так бывает, и это очень странно. Что твой рекорд по цене продажи? Могу сказать в диапазоне, потому что каждый раз подписываю NDA перед коллекционером. В диапазоне? От 6 до 25 тысяч долларов. За полотно? За полотно. Вы занимаетесь NFT, и Лена уже после начала войны на одном из NFT-аукционов продала какую-то свою работу за 50 тысяч долларов. Давай для тех, кто не понимает, максимально коротко, что это. Правильно ли понимать, что NFT — это такой сертификат подлинности чего-то цифрового? Правильно, абсолютно, да. Сертификат подлинности — это и самое идеальное объяснение. Картинки, видео, никнейма, чего угодно еще. Что конкретно продала Лена? Она сделала коллекцию камней, душ камней. Она сделала коллекцию генеративного искусства, которая представляла собой 1000 таких NFT-картинок, камней, которые можно было открыть, и в которых внутри находились разные характеры персонажей, которых она отрисовала. А как это было представлено? Это был видеофайл или это была подборка это изображение. картинок? Изображение, да. Кто-то заплатил за это 22 тысячи долларов, и теперь эта коллекция картинок только у него. Одна. Он купил один из 1000. Одну из 1000 картинок. Он причем купил не у нас, а у следующего коллекционера. То есть мы продали, там была фиксированная цена, какое-то количество тонн, я не помню, около 300. На тот момент это около 500 долларов, в общем, один пис получается. И следующий коллекционер, то есть этот коллекционер поставил это на аукцион, который можно сделать, аукцион, тут вопрос в том, что как классический аукцион, когда ты поднимаешь там таблички, но это можно делать в интернете. Он выложил это на аукцион, и следующий коллекционер приобрел это за достаточно внушительную сумму. И так еще скажу, очень важный момент. Это случилось в момент проведения выставки во Франции. У нас был проект, участие в фестивале, и туда я как раз курировал marketplace, который называется Stone Diamonds, и мы вместе сделали этот проект, который подсветил эту коллекцию, тем самым увеличив value, то есть стоимость этой работы, потому что она была показана во Франции, в Париже, прям почти в Лувре. Смотри, значит, у человека есть это изображение, которое он купил за эти деньги. При этом это изображение присутствует в интернете.
Ну, мы Да, можем копия, вбить в копия. Google Да. и копию увидим. И тут возникает главный вопрос, который касается всех NFT. Человек заплатил за это 22 кэса долларов, но эту картинку может найти любой в интернете. Ты и Мону просто Лизу Джаконту можешь найти. Леминины ты можешь найти картинок дофига, сделать копию. Но Мона Лиза оригинальная — это конкретное полотно, по которому конкретно рисовали. А здесь это интернет-картинка. И оригинал, который у Лены на компьютере был, от того, что в интернете, не отличается ничем. Слушай, диджитал-владение в новой вот этой диджитал-этике, оно самовнушением работает. На самом деле, можно очень долго копаться в каких-то терминах, но на самом деле люди, которые понимают, как работает блокчейн, и для них нет необходимости объяснения в том, что они этим владеют, но есть еще некие еще копии. Потому что ценность в том, что ты можешь это потом перепродать. Понимаешь? Ты обладаешь чем-то, что принадлежит тебе по праву вот этого блокчейна, этого кода, где записан твой кошелек. Вот, и ты можешь потом, вследствие увеличения, например, репутации этого художника, в будущем это продать там, в десятки, за миллионы долларов. Вот. Почему это ценится? Потому что торговый инструмент, это работает вот как... Все NFT покупаются только за крипту? Или за обычные там, деньги, лежащие на банковском счету, это тоже можно делать? Все NFT. Только крипта? Да, только крипта. Вопрос как арт-куратору. Когда только в 2021, кажется, году полетела история с NFT, много людей, самых разных и очень сомнительных в том числе, предлагали нам каким-то образом войти в NFT. И говорили, что «Юра, ты точно можешь что-то делать, что продавать как NFT». И я тогда отреагировал очень консервативно на этот счет, поскольку мне показалось, что мы... то есть если мы будем делать какой-то NFT, то это будет, знаешь, какой-то вот такой вот халтурой. То есть когда ты просто хочешь отщипнуть от своей там известности, популярности кусочек и за овердорого это продать людям, которым ты симпатичен. Вот. И я от этого отказался, потому что мне показалось, что это какая-то не очень уважительная к публике идея. Выскажись как человек, который в том числе NFT изучал как арт-куратор. Оцени мои действия, насколько я плохо как предприниматель поступил, и что бы мы могли делать как NFT? Я считаю, ты поступил абсолютно этично по отношению к своей аудитории. Ты не стал продавать что-то, не будучи художником. Мне кажется, в этом отношении тут нужна правильная система взаимоотношений с твоей аудиторией. Если ты, например, продаешь свое NFT, понимая, что там есть привязка к реальной ценности. Вот Трамп недавно запустил свою коллекцию. Он какие-то карточки как бейсбольные продавал. Ага. Ценность этой коллекции упала сразу после продажи. То есть, на самом деле, Трамп в этом плане поступил не очень этично по сравнению к своим избирателям либо поклонникам. Да. В этом плане репутация его, которая не столь так большая и так среди, не будем вдаваться, он ее еще сильнее, мне кажется, потерял на этом фоне, потому что следующая его какая-то новая активность не будет вызывать такого ажиотажа, потому что те люди, которые купили, они разочаровались, ценность этого упала. Да. Также каждый должен понимать, что после того, как ты вошел туда, ты должен дальше поддерживать коллекционеров, делать какие-то анонсы, посвященные твоей же коллекции. То есть ты привязан к ней, ты должен с коллекционерами общаться. Вот у нас комьюнити, ребята, которые занимаются NFT, там вот один из них, Никита Реплянский, он прям каждое утро по американскому времени пишет GM, то есть Good Morning, guys, и скидывает какую-то новую работу, рассказывая, поддерживая их в ощущении того, что я как художник живой, я работаю, ребят, не переживайте, не парьтесь, то, что вы у меня купили, это в цене, и это будет только расти. И он невероятно в этом плане профессионал, он прям работает с аудиторией каждый день. Это большая работа. Если ты журналист, нужно понимать, что это твой приоритет дальше. В любом случае ты просто разочаруешь своих коллекционеров. Либо это привязка, например, к какому-нибудь фаундейшну. Ну, я имею в виду, ты занимаешься поддержкой через NFT. Вот у нас была продажа в поддержку Украины через Unit London, это такая галерея. Мы продавали NFT-работу, которую посвятили Украине в поддержку. И это работа как NFT. Тут коллекционеру даже нет необходимости вникать в какой-то формат, он просто... Тогда это уже другое, это вид благотворительности. Да, это вид благотворительности. Окей. NFT как благотворительство в твоем случае бы сработал. NFT как возможность заработать. Вот. То есть это как бы есть разница между тем, когда ты устраиваешь там ужин с собой за бабки
чтобы заработать, Да. это Это стыдновато. Вот. И ужин, когда ты устраиваешь с собой для того, чтобы направить гуманитарную помощь в Украину Конечно. и каким-то образом ее поддержать. Конечно. Окей. Сейчас есть тренд, что в Россию возвращаются в том числе те, кто занимается контентом. Есть большой текст про то, как Институт развития интернета заваливает баблом всех тех, кто готов делать что-то, и не только он. Вам предлагали? Нам на почту приходили несколько писем с приглашением поучаствовать в каких-то... Я отвечала, не дай бог. На последнее сообщение. Ну, например, мне Сбербанк писал. Я такая, не дай бог. Либо ВКонтакте пишет это. Я всем отвечаю одно сообщение, не дай бог. ВКонтакте тоже. Да, Ты порвалась ВКонтакте много лет назад. много лет назад. Что-то еще было? Когда Нет, один раз контракт чуть ли не случился Ага. и оборвался из-за пунктов того, что я должна 6 лет молчать. Не критиковать власть. Да, Вот, мы отправили на поправки нашему юристу. Юрист, конечно, убрал эти поправки. Мы попытались, может быть, с ними что-то можно сделать. В общем, ничего из этого не вышло. Вот, да. 6 лет. 6 6 лет не лет. критиковать, да. Это была просто реклама, или вы должны были создавать что-то? Я очень хотела сделать свой выпуск, как бы это как фильм, как передача «Искусство в повседневной жизни». Рассказать про нейросети, рассказать, как цвет влияет, почему музеи и галереи важны. И каждый выпуск 20-30 минут я как ведущая подготавливаю свой материал, написала сценарии, выбрала уже оператора, что это будет сниматься в Азии, Бангкоке и в Сеуле. И в момент, когда я прислала всю раскадровку уже пришуты, вот этот вот вопрос как-то случайно опять появился в нашем контракте, хотя договоренность еще начинала идти с января месяца. А это было как бы в мае, совсем недавно. И там опять появилось вот эти вот пункты, 6 лет ничего не говорить против власти. И я такая, ребят, ну что вы? Вообще на политическую тему не высказываться. Да, не высказываться на Она довольно политическую размытая была тему. формулировка. Да. 6 лет. Откуда эти цифры просто? Как вы решаете вопрос с деньгами? Все деньги у меня. Сейчас, потому что у него криптокошелек. А до этого все деньги были у меня. Ага. Вот если ей что-то надо, она просит. Что за бред? У меня есть карта, я покупаю и вывожу счета. Я шучу. А как вы решаете, где чье из поступившего? Не, у нас Никогда всё не общее. решали, с Она первого даже дня не знает, сколько у отношений. нас денег. А, Она без понятия. Это супер стресс сейчас для меня. Потому я что это все налоговые вычеты, у меня даже бухгалтера не было. Я сама делала налоговый отчет, сама следила за всеми тратами. У меня было полное понимание того, сколько уйдет на свадьбу, либо сколько уходит. У меня прям колонки, я люблю таблицы делать. И потом, когда появилась вот эта вот непонятная ситуация с картами и со всеми ситуациями, теперь Женя... кто-то скажет, ну хорошо, устроился. Ведь по большому счету это вклад в криптокошелек у Эллен побольше будет, чем твой. Во-первых, согласен ли ты с этим, что вклад Эллен больше? Ой, сложно сказать. Я думаю, что определенно в нашей совместной работе она занимает в инвестициях свое внимание, творческое и таланта абсолютно первое место. И тут сложно спорить. Я уверен, что в той заслуге и тех денег, которые у нас сегодня имеются, это и абсолютно ее заслуженные, заработанные. Вот. Ну, то есть их больше. Их больше, я уверен, да. Я не транслирую сейчас свои мысли, я просто понимаю, что спросят люди. Кто-то спросит, а тебя не напрягает то, что большую часть денег зарабатываешь ты, но распоряжается ими муж? Ну, или на хранении. В чулане, в крипточулане они находятся у твоего мужа. Нет. Мне нравится его подход к инвестициям, подход к стартапам, в которые он вкладывается, которые потом работали и работают сейчас. И всю деятельность, все фотографии. Сейчас, конечно, у меня есть живопись и другие заработки, которые именно зависят только от меня. Например, когда мы создаем фотографии либо рекламные проекты. Все честно, 50 на 50, тем самым деньги даже не считаются.
Да, тут даже 50 на 50 нет. У нас просто Нету счета. нету ее денег, моих денег. У нас есть просто место, откуда мы берем, если надо. Ну, как совместное предприятие. То есть, по сути, это действительно совместное предприятие, где 50 на 50 доли. Ну, похоже на то, да. Да, просто это еще и в процентах не считается никогда. То есть тут на самом деле вопрос даже инвестиций в мои проекты. Я могу взять какое угодно количество денег, ее не спросив и не сообщив об этом. И это не будет трагедией. Да. Даже если я теряю там тоже достаточно большое количество денег, я могу об этом не сказать. И даже если она узнает, это тоже не будет трагедией. Ни для кого. Во что ты вкладываешь? У тебя фабрика одежды есть? Да, у меня во Вьетнаме есть производство. Маленькая фабрика, там на несколько вьетнамок девочек, которые шьют одежду для Совершеннолетних? Ну, конечно, да. Ну, извини, это стереотип, но я уточнил. Да, вот производство, получается. Есть вот сейчас медийная история с искусственным интеллектом, который вот мы селим. Телеграм-канал. Да, телеграм-канал. Он приносит деньги? Он сейчас, там иногда и бывает рекламная интеграция, но у нас проект строится еще на основании, что мы делаем свои проекты фундаментальные, которые зависят от искусственного интеллекта. Вот мы сейчас чат-бот сделали для Телеграма, в котором можно в том числе делать все генерации. Вот это очень актуально для русскоязычных, для граждан Российской Федерации, для которых эти сервисы запрещены, не работают. Вот. Можно в Телеграме делать как раз все эти генерации, либо пользоваться тем же чатом GPT, но как бы вот в удобной, масс-адаптированной манере через чат. И третий проект, это вот самый главный проект, это проект Art Curatorial Nomads, который я сделал со своими бывшими одногруппницами из Италии, с девочкой из Колумбии и из Тайваня. И мы занимаемся кураторством, групповыми выставками диджитал. Мировыми, да. Да, мировых художников. Мы вот делали выставку, получается, в Париже, сейчас сделали в Нью-Йорке. Вот работаем с маркетплейсом, в том числе вот Ton Diamonds, который на Тоне существует. А это история, которая приносит деньги? Да, это приносит деньги, причем очень хорошие для нас. И если коротко, то это художники со всего мира продают свои произведения как NFT. Да. Вы имеете комиссию как люди, которые это организовывают? Да. Каждый куратор, вообще как работает кураторская сфера, если они представляют кого-то, это как агенты, которые организовывают, они имеют процент с продаж того или иного произведения. Да, той или иной коллекции. Вот у нас было несколько маленьких, небольших коллекций от художников вот из Америки, из Англии. Один из них китаец, который проживает просто на территории Соединенных Штатов. Вот мы сделали прям успешно, очень хороший проект. Фото, которое ты делала с Розой, это же оммаж или сиквел фотографии, которую ты делала со своей подругой. Да, ровно 5 лет назад. Она покончила с собой. Почему? У нее началась шизофрения. Она чувствовала, что по ней бегают тараканы, что у нее нет никого, ни близких, ни родных. Она стала пить антибиотики, таблетки, ездила даже в Америку, чтобы лечиться. Она запрещала мне с ней видеться весь год, потому что сначала она совершила самоубийство в виртуальности. Она всем сообщила, что она мертва, и не сказала нам. Это тоже художница из Вьетнама? Она фотохудожница. Она мой маэстро, мой мастер. Человек, на которого я равнялась вначале. Весь мой Инстаграм возник, потому что я увидела ее профиль на веб-сайте Lookbook, так называлось. Потом нашла ее в Инстаграме, стала подписана и стала делать похожие фотографии. Вот, потом мы встретились, я приехала в Бангкок специально на один день, чтобы пересечься с ней. Я ей понравилась, и через 6 месяцев она приехала в Россию. Она приехала ко мне в Россию, мы стали делать фотографии, и потом каждый раз во всех частях мира встречались. И у нас было такое, это первое комьюнити, которое было создано. Я вообще узнала, что такое английский. Она меня учила английскому языку. Я первый раз подумала, что нету трудности перевода. Этот человек умел объяснять все так, что на каком бы ты языке ни разговаривал, ты понимаешь, как во сне, знаешь? Во сне ты никогда не понимаешь, на каком ты языке разговариваешь, ты всегда всех будешь понимать. Вот это было как во сне. Ее страсть, она мне объясняла, что нужно делать 3 фотографии вперед, чтобы видеть, как эту раскладку выкладываешь, что ты должна думать не только об одной фотографии, ты должна думать, когда человек первый раз зайдет на твой профайл, увидит полную раскладку твоих фотографий. Ты должна думать о том, что не все хотят посмотреть каждый твой снимок. Ты должна
думать о том, что такое визуальный контекст в твоем искусстве, что ты хочешь этим сказать. Она учила говорить без меня, без знания языка. И у нее было офигенное чувство юмора. Я не люблю, когда матерятся. И первое, что она сделала, конечно, она включила YouTube, где учат все матные слова, чтобы просто ходить и разговаривать со мной только на русском матном языке. И мне нравилось то, что она всегда любила меня бесить. И она говорила, вот я тебя бешу вот сейчас. Я говорю, да, ты меня очень бесишь. Вот такая у тебя идея должна быть. Она должна бесить. Вот. Шизофрения клиническая? Да. Ну, то есть прям болезнь? Да. И никто не помог? Я думаю, что она не хотела, чтобы кто-то помогал. Наркотики, алкоголь и все. Нет человека в живых. А где это случилось? Это случилось в Вьетнаме, в Хошимине. А как ты узнала? Никита Реплянский. Это художник, который общался с ней год после интернет-смерти. Давай объясню. Она сделала перформанс, что она умерла раньше на год. И нам не сказала. Я испытывала потерю о ней 2 раза. Первый раз, когда она выложила черное изображение, пластик, умерла такого числа. Мы с ней после этого ни разу не виделись. И второй раз, когда она умерла, как раз Никита с ней общался год. Когда она болела, я общалась другой период ее жизни. И в этот момент он мне звонит по телефону и говорит до смерти: «Слушай, Лен, крутая новость. Я делаю сейчас визу для Джиджи. Она будет в Москве у меня работать в креативном агентстве. Все будет круто. Мы готовим ей все документы. Она должна приезжать на Новый год». И потом он мне звонит другой. Я уже 3 дня до нее дозвониться не могу. И потом ее менеджер отвечает, что мы ее нашли повешенной в комнате. Вот так я узнала, что этого человека не стало в моей жизни. Я помню, что мы плакали с Женей дней 6, и я вытираю слезы и говорю: слушай, я устала плакать, давай пообещаем больше не плакать. Мы такие вытерли слезы, и все, больше не плакали. Искусственный интеллект и художники. Главный вопрос. Не боишься ли ты, что в ближайшее время люди, которые умеют рисовать и придумать красивый визуал, будут не нужны, потому что вот эта адская машина сможет все делать сама? Нет, не верю. Не боишься? Не боюсь и не верю, что такое возможно, потому что художников, их просто невозможно заменить. Я просто использую этот инструмент для того, чтобы сделать свою работу более быстрой, качественной и посмотреть вообще, на что моя фантазия способна в визуальном этом ряде. Приведи пример. Приведу пример. Каждый раз, когда я подготавливала свои картины, я делала коллажи. Просто собирала, вводила рандомные картинки, собирала какую-то анатомию, могла просить подруг, приезжайте ко мне, можно бы я вас пофотографировала, потому что мое искусство, оно фигуративно, на анатомии строится. Это не абстракция. Мы про фотоработы говорим. Мы говорим про мои картины. Ага. Я всегда подготавливала коллаж, в любом случае. Фотографировала людей, выстраивала свет. Они мне позировали, но потом я со снимкой рисовала это уже на большое полотно. Уже про живопись. Да, мы про живопись. И в момент, когда появились нейросети, я подумала, а если я буду рисовать свои скетчи, могу ли я подготовить сейчас по своим скетчам картину? И вот я закрылась как раз в Таиланде на Самуи и изучала нейросетки, и вот что у меня получилось. Первоначально на iPad я нарисовала свою новую концепцию той картины, которую хочу нарисовать, да, кентавр, который я хочу изобразить в новой технике темперой. И мне хотелось узнать, насколько возможно вообще по этим линиям создать произведение. Сейчас я выяснила новую методику, есть такой Control-Net, я могу загрузить просто линии, и он сам заполнит, дорисует, исследуя мои линии, и дополнительно мы можем интегрировать туда промпт. Ты загрузила это. Да. Куда? Я никуда пока это не загрузила, но я сделала второй образ, который я дорисовала уже на iPad цветным, чтобы он лучше меня понял. Скетч у тебя твоими руками, внимание, твоими руками превращается вот в это. Да. Он тебе сам наполнил красками. Да. И закрасил и прорисовал еще косички. Объемный уже стал что-то рисовать, как он это видит, как он это чувствует. Так, дальше. Дальше. Изображение я немного стала менять. Тут
мы видим мои мазки от Digital. Тут я исправляла анатомию. Ты стала дорисовывать? Да, мне нужно было сохранить свою стилистику. Мне важно сохранять так, чтобы он мне не рисовал какие-то рандомные. Я его обучаю в момент, когда я каждый раз подгружаю новое и новое изображение. Так. Мы с ним в коллаборации. Что мы видим? Мы видим, что уже начали рисовать анатомию самой лошади. Мы видим изменения анатомии лица. Мы видим, что уже он видит какие-то заросли на фоне. Подожди, вот это солнышко на фоне, все остальное нарисовал он. Не солнышко, луну. Да, все, он уже вот эти вот пятна считывает. Это он придумал? Это он уже придумывает. И я смотрю, ты классно придумал, чувак. Мне это нравится, давай это оставим. Я не думала, что я хочу так нарисовать эти кусты. Каждый раз, когда я генерирую изображение, я им еще объясняю словами. Я объясняю визуально, я говорю, девушка-кентавр стоит в лесу, косички окружают ее, как деревья. Можно вообще целую поэму написать, прогрузить этот чат GPT и сказать, что слушай, я делаю промпт для Stable Diffusion, помоги мне, чтобы было понятно все. Сделай английский более точным, чтобы передать эту идею. И когда ты хочешь делать детали, ты делаешь в последний момент, ты просто вырезаешь эту часть и говоришь, там, какую-нибудь деревянная маска лошади. Он тебе рисует непосредственно детали этой детали, и ты ее потом как конструктор вставляешь. Да. Это итог. Это итог. Что ты будешь с ней делать? Я уже ее рисую. Ты с нее рисуешь на холст? Да, я рисую картину. У кого-то может возникнуть вопрос. Вот сидит юрец, который вообще не может рисовать, очень плохо. Разве он с помощью нейросети не сможет нарисовать так же, как ты? А почему нет? По твоему описанию, вот нейросеть, она стирает грань между тобой, человеком со способностями, с образованием, с насмотренностью Он расширяет ее. и с прочими делами, и между мной. Возможно, стирает между нами какие-то различия в твоем ощущении, но все равно опыт должен быть. Практика того, как это нарисовать, ремесло, он остается. С чего мы первое... То есть я не смогу детали подправить вот эти, все остальное. То есть я не вижу небрежности и прочие какие-то невидимые глазу косяки. В нейросетке Да. ты можешь это делать. Просто я же это переношу потом на традиционное искусство. И ты это не сможешь изобразить в масле. И это чаще всего видишь только ты, и такими вещами не делится. Но так как я делюсь, из-за этого мы это видим. Смотри, как он ветки красиво нарисовал. Да. Ну что, тебе не Рембрандт, что ли? Это нет, это очень круто, но все выглядит очень пугающим все равно. Я знаю людей, которые в глубоком стрессе, освоив нейросети, из-за того, что они понимают, что человеческая фантазия и человеческие способности по части креатива скоро могут быть не нужны. Они прям в огромном стрессе и даже депрессии из-за этого. У тебя нет такого ощущения, что это может лишить тебя работы? Нет, у меня не было такого ощущения, потому что, боже мой, теперь у меня намного больше возможностей, и я могу делиться с этими людьми и говорить, что, ребят, вы можете, не умея рисовать, изобретать картины, которые в будущем могут быть также выставлены в галерее как полноценные картины. Но это просто одно из частей конкуренции, которая рождает новый рынок. Очень неконсервативный подход. Прикольно. Ну, по сути, ты хочешь сказать, что это вот, знаешь, как люди, есть люди, ну, я надеюсь, большая часть человечества мечтает, чтобы когда-нибудь изобрели что-то, чтобы человек, который по каким-то причинам ходить не может, травма или врожденная болезнь, он смог бы ходить. Не знаю, с корсетом или специальным, либо с чем-то еще. Можно двигателем. представить. Это нечто похожее. Потому что я не умею рисовать, вот Да. совсем. Но у тебя, например, есть идея, Да. и ты, выставляясь рядом со мной, это не будет хуже или лучше, это не описывается такими словами. Назови свой топ-3 самых интересных художника, ныне живущих в мире. Жанры любые. Клара Кристаллова — это художница, она из Праги, скульптор, керамист номер 1. Джеймс Джин, он сейчас в Америке, он рисует иллюстрации и работает с живописью, с скульптурой тоже. И номер 3 — это, наверное, Фукуюда. Это японская художница, которая рисует акрилом
на холстах. А что ты предлагаешь сделать? Я хочу тебя нарисовать. Ты мне разрешил? Я с удовольствием дам себя зарисовать, когда у тебя будет время и желание. Так. Вот, я хочу попробовать, насколько это сработает. Чаще всего линия должна быть потолще, я делаю это диджитал, но давай попробуем, чтобы примерно люди представляли, что это не так страшно, и они могут попробовать либо от своих идей, либо просто запустить свой ассоциативный ряд. Давай. Чтобы был пример того, как это с нуля происходит и как это происходит в моей повседневной жизни. Давай профиль тебя сделаем. Давай. Все, не болтать, не смотреть, не двигаться. Теперь мои правила тут. Давай. Юрочка. Кашусь? Нет, не похоже. Покажи. Разве? Ну да. По-моему, очень похоже. Ну, похоже же. Здесь я красивее, чем есть с этой стороны. Это факт. Факт. Но есть что-то, что ты бы узнал в себе, да? Ну, конечно. Я вот сейчас не преувеличиваю и не выдаю из себя того, что я не могу. Просто... Да, может быть, забрать. Что мы с этим делаем теперь? Так, мы фотографируем, попробуем тебя в нейросети создать. Смотрите, меня Шейдлин нарисовала. Тебя сколько минут заняло? Бесплатно. Что ты собираешься с этим сделать? Мы попробуем сейчас поэкспериментировать. Тут на самом деле есть на то, что реагирует на глубину, если ты картинку загружаешь. Есть то, что реагирует на контрасты. И получается, если я загружу свое лицо, я могу дописать промпт, что я вокруг хочу, чтобы летали бабочки, будет мое лицо, но я полностью изменю мир. Когда я показала Жене то, что может делать нейросетки, он говорит: слушай, а зачем тебе вообще продолжать тогда делать фотографии, потому что ты можешь себе сейчас весь мир дорисовать. Я говорю, я до этого могла весь мир в фотошопе дорисовывать. Ничего не изменилось, но мы теперь можем использовать это как концепцию. Я не вижу отказ старого в честь чего-то нового. Я вижу это в вечном дополнении. Окей, в соавторстве. Да, в соавторстве. Мы поместим тут изображение твоего портрета. У нас есть вот такая твоя фотография. Мы посмотрим, как он сочетает. Обязательно указываем промпт. Портрет мальчика с закрытыми глазами, очень проработанный, бледный, закрытые глаза, красивые комплементарные цвета. Baby face. Baby face. Intricate. Это что такое? Hair. Это больше, это было, я тебе хотела сделать волосы оленя, соединять с волосами оленя. Спасибо. Да, но мы уберем просто, даже hair нам не нужно, я думаю, он поймет, что hair у нас есть. Парадоксальная связь внутри сна? Да-да-да. Oil painting. Так. Light pastel. Так, у нас есть негативный промпт. Это то, что мы не хотим, чтобы появлялось на Давай изображении. не ограничивать делаем. его. Нет. Хорошо. Никакой Делаем свободы генерацию. врагам свободы. Делаем генерацию и смотрим, да? Ой. Страшные вещи происходят. Да, это... А кто это такой? Ну, это вот так он... Подожди, а где ты задала сюрреализм? Ну, я Dream ввела. Типа я во сне. Да. И во сне мне что-то Закрытыми снится. глазами. А почему мне мальчики снятся? Потому что я бой, наверное, вела. Ну, это вот сейчас просто там как будто Дали. Чихнул. Ну, да. Если промпт собран неправильно, то... То и результат такой. Из-за этого очень долго пишешь текст, чтобы он совпал с изображением линейным. Тогда это получается все точнее и точнее. Но сейчас мы видим, вот как ты говоришь, негативный промпт не внедрять. Я бы ввела, чтобы не было 10 носов, там, например. А что от меня осталось? Вот, он взял линию. Какую? Вот это. Смотри, волосы нарисовал, ухо. А что, мы смотрим другие варианты, да? Ну, давай одну попытку еще сделаем. О! Другой промпт, другой результат. Ну, это не я. Ну, конечно, ты beautiful написал. Хорошо. Это прям в точечку. Но, по сути, он придерживается линий и композиции. Ты видишь? Он оставил в этом углу. Тем самым, по сути, мне не важно лицо, характер. Потом я могу это взять и уже сама исправить пластиковый нос, увеличить глаза, застилизовать полностью и пропустить еще раз. А ты меня тут так нарисовал, что мне вообще ничего не хочется. Мне в целом не хочется все ничего менять. Вот. Но это не хочется просто потому, что я понимаю, что это далеко от идеалов каких-либо, но просто мне нормально даже с таким. То есть
А здесь я как бы даже понимаю, что в целом даже ничего. Вот. Но там какие-то 3 мужика просто, понимаете? Просто Милош Бикович такой усредненный, разделенный на 3. Ну, суть понятна. Мне кажется, это самое важное. Да. Потому что это может быть и портрет, и лошадь, и, не знаю, кто угодно из этих линий. Генерально, то, что ты в соавторстве воспринимаешь эту историю. Абсолютно. А работа, она тебя не лишит. Она меня не лишит работы, только прибавит. Вот и проверим. Ты допускаешь, что никогда больше в Россию не вернешься? Конечно, нет. Я тебе это уже говорила. Я обязательно вернусь в Россию. Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Я очень надеюсь, что я вернусь скоро. У меня нет ощущения, что я покинул эту страну навсегда. У меня конкретное ощущение, что это случится совсем скоро. Вот, я уверен. Я не эмигрант в этом плане, я себя так не ощущаю. А что случится? Ну, у меня ощущение, что недолго осталось еще этой власти. Мне кажется, что перемены случатся, как вот в 91 году это случилось, никто не ожидал. Совсем скоро. И финальное. В чем сила? В чем сила? В воображении.